Привет, песеры, с вами Морж. Тут недавно я себе собрал состав Манчестер Сити, актуальный, и решил им сходить в дивизион, и тем более сегодня последний день дивизиона, завтра он обновится, будут подведены итоги, поэтому вот таким составом я пойду переходить из 4 в 3. Надеюсь, у меня все получится. Игроки, к сожалению, прокачаны не полностью, я просто не успел, потом такой, вау, сегодня последний день, когда мне их качать, можно закинуть тренеров, но, блин, жаба давит, вдруг пригодится. Так что, тренер Гвардиола, контроль мяча, 4 дивизион и 10 матчей в нарезочке я вам покажу. Итак, с чего мы начали? 2531 у меня общая сила состава, попадается мне Панатинайкос, 2390 состав послабее, чем у меня, но тоже парень находится в 4 дивизионе. Холланд, к сожалению, пока что без эмблемы, тем не менее, он у нас уже игрок Манчестер Сити, поэтому с чистой душой я буду его использовать. Вроде как я говорил, что стрелочки не работают, хотя все равно, знаете, как-то чисто на автомате игроков именно под стрелочки и выставлял. Да, хочу сразу вам дать совет, ребят, не страдайте подобной фигней, я понимаю, что это фан, вот, но тем не менее, все равно выбирайте тактику, схему, расстановку, такую, какая вам удобнее, а не та, которая реально у тренера. Но я тут полное погружение у меня, поэтому, естественно, Гвардиола, естественно, схема Манчестер Сити. Итак, на 33-й минуте Панатинайкос меня уже успел поднаказать. Тут было какое-то непонятство. Зинченко даже не смог вынести мяч. И вот такой вот курьезный гол я достаточно пропускаю. Ну, я думаю, такие голы и у вас достаточно часто бывают. Типа, сейчас на поле творится хрен пойми что. Тем не менее, на 41-й минуте я пошел в атаку. Надо было что-то делать. Начинать с поражения. Дивизион как-то не очень. Де Брюйне подавал на Холланда. Не получилось пробить, но при этом Гюндоган великолепно принял мяч пяткой и, собственно, впилил в правый угол ворот. Хороший гол, красивенький. 52-я минута, здесь ошибка дичайшая моего соперника, посмотрите просто, что творит Холланд. Здесь даже комментарии не нужны. Ну а как тут в ворота попасть? Как тут попасть в ворота с такого-то расстояния в пустые ворота? Морес на 77-й минуте прорвался по правому флангу, подача на Джезуса. Джезус у меня выходил как суперсаб, вот, ну или Холланд выходил как суперсаб, они менялись, и суперсаб здесь у меня сработал. Получилось забить, получилось пробить из-за штрафной. Джезус великолепным ударом положил мяч в правый угол ворот, сделав счет 2-1. В принципе, матч мы так и закончили. Что хочется сказать по составу Манчестер Сити? Ну, типа, да, они выиграли АПЛ, а с другой стороны, если бы я собирал для себя идеальный состав в eFootball 2022 Mobile, то ни одного игрока Манчестер Сити у меня бы не было. По ударам и ударам в створ у нас примерно плюс-минус одно и то же. Тем не менее, мне повезло чуть больше. Начинаю я с победы. Первый матч 2-1 и идем мы к следующему сопернику. Находит мне соперника, хорошее соединение показывает 2690 и тоже с Манчестер Сити. Я уже понимаю по силе команды, что тут будут легендарные игроки, и, ребят, конечно же, они будут. Мобилка у нас такая вещь, что здесь у всех есть все, по крайней мере, тех, кто играл в 21-ю часть. Новичков, мне сразу скажу, за все эти матчи, короче, не выдало ни разу. Я не знаю, почему, наверное, у меня что-то с кармой, потому что часто читаю посты, блин, я в 1 дивизионе, а мне дают противника из 9-го. Вот мне не давало ни разу противника из 9-го, почему-то у меня работало это только вверх. Да, конечно, здесь у нас и Торрес, и Мбаппе 99-й, и Салах 99-й, я такой сижу, и все прокачаны. Господи, что сейчас будет? Тем не менее, конечно же, любой матч нужно играть. На 20-й минуте Холланд у меня потерял здесь мяч, но сносят Де Брюйне. Пуйоль фалит на Де Брюйне, конечно же, отличная точка для пробития штрафного удара, и, само собой, этот штрафной удар мне нужно было использовать. Пока за 20 минут я умудрился не пропустить. У Де Брюйне со штрафными все в порядке, ложит он спокойненько мяч в левый угол ворот, немножко обводя стеночку, и 1-0 я, в принципе, впереди. Но, к сожалению, это не продлилось долго. Сейчас вы сами будете наблюдать цирк на конях. Великолепная игра Диаша, как хотите его называйте, я могу за этот момент назвать его ублюдком. Просто через него мяч прошел, ну и нормально, 1-1. Я попытался быстренько разыграть киков, но здесь мой рыжий парень не справился с тем, чтобы попасть в угол ворот. Обидно, досадно, ну ладно. Вот, при этом снова Диаш не смог даже вынести мяч, и Торрес, конечно же, в этой ситуации разбирается. Вообще для него никаких
никаких проблем не составило, спокойно выбегал на ворота, 2-1, я проигрываю. Тем не менее, на 55-й минуте получилось организовать контратаку, все-таки рыжий парень не справился, и дубль он оформляет в этом матче. 2-2, 56-я минута, я понимаю, что противник, в принципе, играет достаточно неплохо, но и с такими можно играть. И, в принципе, я сыграл снова Джезус, у меня вышел как суперсап, великолепный момент протранжирил на 80-й минуте, должен, мне кажется, он был здесь забивать. Я снова шел вперед, Джезус очень хорошо открывался, суперзамена у него прям работала. Гюндоган входит в штрафную, тут получилось даже как-то сыграть корпусом, не знаю, как с ним не справились защитники. И на 88-й минуте я выхожу вперед 3-2. Гюндоган, кстати, вот удивительно, вы видите, 86 всего прокачка. Да, 4-й гол, к сожалению, ребят, я не записал, но он был. Еще и под завесу тайма я впихнул 4-й мяч и, собственно, добавив себе 3 очка в копилочку. Да, вот такой вот легендарный иконик состав против меня был. Тем не менее, всего 2 удара у товарища в створ, всего 2 гола, и вы сами видели, после каких достаточно курьезных ситуаций эти голы были. 8-5 у меня, я считаю, что этот матч я полноправно выиграл. Идем к следующему сопернику. Кто у нас здесь? Порту, 2516 рейтинга, из 2-го дивизиона у нас товарищ. Да, рейтинг поменьше, чем у меня, тем не менее, 2-й дивизион, значит, парень играть умеет, парень будет что-то нам хорошее показывать. Кстати, по поводу управление, хочу вам, ребят, сказать, не играйте на дополнительном управлении, которое коснуться, смахнуть, ну, в общем, которое называется свайпами. Это полная жопа. Человек, играющий на кнопках, получает перед тобой нереальное, просто нереальное преимущество. Даже если сравнить по поводу ошеломительного удара, чтобы сделать ошеломительный удар на кнопках, ему нужно просто свайпнуть вправо. Мне, чтобы сделать ошеломительный удар, вы ни одного его, кстати, не увидите, потому что не получается просто банально его делать в игровых моментах. Так вот, чтобы мне его сделать, мне нужно тапнуть по левой части экрана, потом тапнуть по правой части экрана, и потом еще свайпнуть по правой части экрана. И все 3 касания должны засчитаться. Ну, то есть вы понимаете, насколько дольше это делается. А у него спокойно, Роналду развернулся, все, ошеломительный удар полетел, и 1-1. Короче, играйте лучше на кнопках, мне тоже надо переучиваться. Вот это очень красивый гол от Дибалы, тут, конечно, парню дичайший респект, классно, после марсельской рулетки. Снова ошеломительным ударом, которого у меня в принципе нет, потому что, ну, оно из-за каких-то проглюкиваний, пролагиваний, хрен оно воспринимает эти конченые 3 касания. Короче, ребят, играйте на кнопках, мой вам совет. Джойстик, да, подсоединим. И снова 3-й гол, и снова 3-й гол ошеломительным ударом. То есть оружие, которого у меня нет в принципе. У меня нет ни ошеломительного удара, ни ошеломительного навеса, ни ошеломительного паса. Потому что хрен ты его сделаешь. На 75-й минуте я попробовал, конечно, контратаковать, но здесь, по-моему, комментарии излишние. Я даже говорить ничего не буду. Фоден умничка, Фоден молодец. Фоден в ворота попадать не умеет. На этом матч мы и закончили. 1-3 я его сливаю, но у меня еще достаточно большое количество матчей в загашнике, чтобы, в принципе, выходить в 3-й дивизион, что для меня является основной целью. Расстраиваться точно не стоит. Тут меня, конечно, переиграли и по ударам, я переиграл по пасам, но какие нахрен пасы, если у человека есть все эти ошеломительные фишки, а у меня этих ошеломительных фишек нет. Следующий матч 2680, 1-й дивизион, ну а кого ж еще? Где там 9-й, где там 8-й? У меня иногда складывается впечатление, что новичков в нашей игре нет вообще. Нет от слова совсем. Здесь у меня, конечно же, во-первых, противник сильный, во-вторых, состав у него, естественно, сильнее, шансов у меня особо, в общем-то, и не было. Тем не менее, я тут какие-то заменки пытаюсь сделать, думаю, ну, аккуратненько, поиграю в пасик, может, что получится, может, что не получится. Могу сразу спойлернуть вам, ничего не получилось. Вот, к сожалению, еще одно поражение я этим матчем закину себе в копилку. Ну, а про замену игроков, это вообще, наверное, любимый мой баг в PES Mobile, когда его 10 раз надо перетащить с замены, чтобы он наконец-то пришел к тебе в состав. Ну, что вот тут мне делать? Во-первых, парень с руками, во-вторых, состав, сами понимаете. 1-3 проигрываю, особо без шансов, даже показывать не буду. Ну, как-то смысла это особого не имеет. 3-3 у меня по ударам, 9-7 у моего противника. Обыграл, переиграл на любом участке поля, здесь вообще без вариантов. Дальше 3-й дивизион, Бока Хуниорс. Немножко состав у него примерно такой же, как у меня. Дивизион немножечко выше, но тем не менее, это не 2-й, это не 1-й, так что я думаю, я сам как бы сейчас собираюсь в 3-й переходить, поэтому играть, в принципе, можно. Решил я снова по стрелочкам хоть кого-то выпускать. Эдерсон у меня на
хреновой, при этом есть Грилиш и Фоден, которые мне вообще не зашли. Вот реально, из всего состава я бы выделил Гюндогана, я бы выделил Родри, очень неплохо. Остальное все как-то, ну, такое. У противника тут, конечно, классика. Мбаппе, Салах, Левандовский на атакующем полузащитнике, что он там делает, хочется задать вопрос. Тем не менее, справиться с этим товарищем я смог. 3-2 у нас вышло по итогу, и не помог ни Месси, ни Салах, ни Левандовский, ни Мбаппе. По ударам я точно так же его переиграл по всем статьям, по пасам я его переиграл и двинулся быстренько к следующему сопернику. Здесь у меня оказался Андрей, 2 семерки, Динамо Киев, 2501 общий рейтинг команды, послабее, чем у меня. Тем не менее, даже команда рейтингом послабее, если ее собрать из имбовых игроков, то как бы она вполне может противостоять гораздо более сильной команде. И я опять же повторюсь, если бы я собирал для себя идеальную команду, ни одного игрока Манчестер Сити у меня бы не было в принципе. Думал я здесь оставлять Холланда на первый тайм и Джезуса суперзаменой, либо наоборот, но все-таки решил оставить Холланда. Мбаппе 97, это у нас классика. Вот, Бруно Фернандеш неплохо на атакующем полузащитнике. Тем не менее, парень просто взял и ливнул. Взял, правда, и ливнул после 4-го мяча, но, к сожалению, у меня этот матч не записался. Да, где-то в начале 2-го тайма у меня был уже вбит 4-й мяч в его ворота, вот, и он ливнул, в общем-то, за победу засчитали мне. Далее снова Динамо Киев начала меня кидать на земляков, парень из 5-го дивизиона, вот, земляками играть, конечно же, получше, как-то, не знаю, на душе более приятнее, да и, если честно, вот, я сейчас, не находясь в Украине, когда играю с ребятами с Украины, коннект всегда более-менее. Не знаю, с чем это связано, но вот с коннектом как-то особых проблем нет. Снова опять я с 10-го раза только умудряюсь перетащить Джезуса на замену. С Грилишем хорошо получилось с 1-го раза. Ну и состав моего противника вы тоже сейчас увидите на своем экране. Значит, состав вот такой. Кстати, отмечаю, что очень многие катают в 5 защитников, потому что действительно у нас настолько конченная защита, что лучше пусть их будет больше. Но этот матч, он был выдающимся. Здесь дело не в коннекте. С коннектом было все замечательно. Здесь, ребят, дело в том, что у меня не работал пас наперед. Я понятия не имею, какого хрена, но пас наперед у меня в принципе не работал. То есть я мог разыгрывать только обычными пасами. И у меня без паса наперед, мягко говоря, мало что получалось. Но повезло, на 72-й минуте отскок, и Гюндоган заводит мяч в пустые ворота. В принципе, это был единственный гол за матч. Да, мой противник сопротивлялся, все дела, я больше пасовался, я не мог сделать какие-то разрезающие атаки, поэтому 1-0 матч заканчивается, и мне остается всего ничего до выхода в 3-й дивизион. Хотя, как вы видите, по ударам я его переиграл вчистую 10-7 против 4-1, при том, что у меня еще и пас не работал. Это, конечно, просто что-то нереальное. Ну и последний мой противник, Краснодар, 2595 состав, сразу понимаю, что легендарные игроки там, естественно, будут. Вот, парень из России, ну, посмотрим. Для этого, в принципе, дальше, чтобы мне проходить, мне было достаточно победы. На нее я и собирал возлагать большие надежды. Решил я начать с Джезуса в первом тайме, Холланда выпустить во втором, Грилиш выходит у нас на левого нападающего. Плюс Бернардо Силва выходит на правого нападающего. А также выйдет у нас Волкер и Фернандиньо. Вот такие замены я решил сделать. Вот таким составом я решил выходить на, в принципе, возможно, последний матч. И, как оказалось, он действительно оказался последним в этом дивизионе. Что ж, к сожалению или к счастью, закончился он тоже досрочно. Не знаю почему. Парня из Краснодара, видно, не захотел он со мной больше играть в футбольчик. А дело все в том, что на 23-й минуте я отдал передачу на Джезуса, Бекенбауэр за ним не угнался, и, в принципе, я забиваю только первый мяч. Впереди 1,5 тайма. Почему парень из Краснодара решил на этом отключиться, я, если честно, не знаю. Вроде времени достаточно, состав у него сильнее, отыграться вполне себе можно, но... Как всегда, загрузочка, и после этого мне выдает, что здравствуйте, господин Морж, вы знаете, ваш соперник отключился, и поэтому мы вам начисляем 3 очка. Итого, что хочется сказать в заключении, так сказать, за 8 матчей я прошел в 3-й дивизион. 2 матча у меня еще остается в запасе, очков тоже, как вы видите, набрал я с запасом, 18 очков, а 16 было нужно. В целом, да, это в принципе неплохой опыт, это какой фан, играть полностью командой из одного города, из одного клуба. Но по варианту эффективности все-таки лучше собирать других игроков, вот такой вот мой вам совет. Надеюсь, вам было интересно меня смотреть и слушать, возможно, из 3-го дивизиона во 2-й пойду каким-нибудь условным ПСЖ, там хотя бы нападение прям топ
топовая, вот. А может быть, вы мне какую-нибудь классную идею подкиньте в комментариях, и я ее реализую. В общем, надеюсь, вы не соскучились. На этом прощаюсь. С вами был Морж. До новых встреч. Пока-пока.